Здравствуйте, друзья! С вами Дина, и я рада вновь видеть вас на канале «Коллекция рецептов». Гусь, целиком запеченный в духовке, это праздничное блюдо, символ рождественского стола, который объединяет всю семью. Запекают гуся с яблоками, апельсинами, черносливом, квашеной капустой, рисом, гречкой и картофелем. Сегодня будем готовить гуся с яблоками, апельсинами и сухофруктами. У меня домашний гусь весом 4,5 килограмма, с которого я срезала крайнюю фалангу крыльев, на гуске вырезала железы, осмолила, удалила остатки перьев и, поскольку гусь птица довольно жирная, обрезала внутренний жир. А сейчас приготовим маринад. В списке ингредиентов, который будет в конце видео и в описании, я указываю специи для маринада из расчета на 1 килограмм птицы. Но поскольку у меня гусь весом более 4 килограммов, я беру 4 столовые ложки меда, добавляю 1 чайную ложку приправы для курицы, по 2 чайных ложки сухого чеснока, черного перца и соли, 4 чайные ложки горчицы, а также в маринад необходимо добавить цедру 2 апельсинов. Снимаем с апельсинов только верхнюю оранжевую цедру, не затрагивая белую горькую часть кожуры. Добавляем цедру в маринад, хорошо перемешиваем и пока отставляем его в сторону. А сейчас подготовим фрукты для фарширования. С апельсинов срезаем кожуру и разрезаем каждый на 4 части. Яблоки старайтесь выбирать ароматные, крепкие, желательно кислые, которые также разрезаем на 4 части, удаляя сердцевину. К подготовленным яблокам и апельсинам добавляем заранее промытый чернослив, курагу и слегка перемешиваем. Фруктовая начинка готова. Теперь половиной маринада натираем гуся внутри и фаршируем подготовленными фруктами. Брюшко нафаршированного гуся зашиваем нитками или скрепляем зубочистками. Разрез на шее также слегка смазываем маринадом, и если позволяет место, туда тоже закладываем фрукты. Кожу необходимо заколоть зубочистками. Готовить гуся будем в глубоком противне, так как при запекании выделится много сока и жира. Застилаем его фольгой, сложенной в 2-3 слоя, на которую выкладываем нафаршированную птицу. Оставшимся маринадом полностью обмазываем гуся со всех сторон. Хочу обратить особое внимание, чтобы крупная, особенно жирная птица получилась при запекании сочной и равномерно просолилась, ее необходимо предварительно замочить в солевом растворе от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от веса птицы. При этом она должна находиться в холоде. Погрузите птицу в любую емкость, ведро, таз, контейнер и залейте ее рассолом из расчета 25 граммов соли на 1 литр воды. Таким образом, чтобы птица полностью была им покрыта. Перед приготовлением я залила гуся на 2 суток, и для этого мне понадобилось 10 литров рассола. После замачивания птицу обсушите бумажным полотенцем и продолжайте готовить согласно этому рецепту. Подготовленного гуся плотно заворачиваем в фольгу, и если позволяет время, чтобы гусь был еще вкуснее, даем ему промариноваться в таком виде несколько часов. Я оставила его на ночь в холодильнике, но если времени нет, можно запечь и сразу. Отправляем его в духовку и запекаем при невысокой температуре 140 градусов из расчета ориентировочно 1 час на 1 килограмм веса птицы. Спустя половину предполагаемого времени, у меня прошло 2,5 часа, разворачиваем фольгу и хорошо поливаем тушку гуся выделившимся соком и жиром. Повторяем эту операцию через каждые 20-30 минут до готовности. Проверяем готовность, прокалывая тонким ножом или зубочисткой. Если в месте прокола выступает красный сок, как в моем случае, то мясо еще не готово. Запекаем птицу до тех пор, пока в месте прокола выступит прозрачный сок. До этого момента у меня гусь находился в духовке 5 часов. Теперь разворачиваем фольгу и обернем ею только крылья, чтобы они не сгорели. По желанию выкладываем на противень дополнительные яблоки для запекания и оставляем развернутого гуся еще на 30 минут. За это время он хорошо зарумянится, карамелизуется и приобретет аппетитную корочку. Спустя полчаса наш гусь
гусь, фаршированный яблоками, полностью готов. Вот такой горячий румяный красавчик у нас получился. В общей сложности он находился в духовке 5,5 часов и получился настолько мягким и сочным, что мясо практически стало отходить от кости. Извлекаем из него зубочистки, выкладываем на большое сервировочное блюдо, украшаем запеченными яблоками и подаем к столу. Хочу извиниться перед своими зрителями, но показать гуся на разрезе не могу, так как готовила его в подарок. Но уверяю вас, что все, кто его попробовал, были просто в восторге. Гусь получился невероятно вкусный, нежный, сочный и безумно ароматный. Несмотря на то, что на подготовку и приготовление уходит много времени, поверьте, оно того стоит. В результате рождается необыкновенное блюдо. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале также есть рецепт приготовления утки, запеченной с фруктами. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.